Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю связать вот такую очаровательную салфетку крючком. Давайте рассмотрим ее поближе. Вязала ее из ниток 3 цветов. Мне кажется, она наиболее интересно выглядит именно разноцветной. Получилась она у меня не маленькая. Давайте померим вместе. Вот 53 сантиметра. Но вязала ее не из очень тонких ниток, поэтому у каждой мастерицы получится свой размер. Зависит от толщины выбранной нити, от крючка и от плотности вязания. Также эта салфетка будет красиво смотреться и однотонной. В этом видео мы с вами разберем оба варианта, как вязать ее и разноцветной, и из нитки одного цвета. Можно менять цвет на любом ряду, это уже на усмотрение мастера. Но я буду рассказывать так, как делала я, в каких рядах мы как меняем нитки. Так, у меня какие цвета? Вот светло-бежевый, темно-бежевый и нитки молочного цвета. Кайму сделала светленькую, мне кажется, так салфетка выглядит более нарядной, нежели если бы кайма была из темных ниток. Но я всегда стараюсь обычно делать кайму из ниток посветлее. Вязать эту салфетку очень просто. Небольшая загвоздка может произойти, когда мы будем провязывать вот эти элементы. Но также все подробно разберем, ничего сложного нет. Мне кажется, с этой салфеткой справится даже начинающая мастерица. Схема состоит из 32 рядов. Сейчас я прикреплю ее на экране, можете ознакомиться с ней, сделать скрин экрана. Но это очень популярная схема. Если вам нравится салфетка в таком исполнении, поставьте большой пальчик вверх, мне будет очень приятно. Это помогает продвижению канала. Пишите комментарии, в каких расцветках вы будете вязать и что у вас получилось в итоге. Фото этой салфетки я также размещу на своем телеграм-канале. Вы можете перейти по ссылке в описании под этим видео и также оставлять там в комментариях свои фотографии своих изделий, если хотите поделиться с нами своими работами. Но нам также очень интересно посмотреть и на то, что получается у других мастериц. Мы вдохновляемся друг у друга, черпаем какие-то идеи. Мне кажется, эта салфетка украсит любой дом, если связать в подходящих оттенках под интерьер. Ну, давайте приступим к работе. Вязать эту салфетку я буду из ниток Анна 16. Это стопроцентный мерсеризованный хлопок. В 100 граммах 530 метров. И буду использовать нитки 3 цветов. Вот темно-бежевый, этот цвет 365, посветлее бежевый 284 и нитки молочного цвета 292. Вот такое сочетание я подобрала. Крючок буду использовать 1,5 миллиметра. Итак, делаем скользящую петлю. 1 воздушная петля подъема. И в кольцо провязываем 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 11 и 12. Затягиваем кольцо за кончик нити. И теперь делаем соединительный столбик в вершину начального столбика без накида. Соединили. Первый ряд у нас готов, 12 столбиков без накида. Вяжем второй ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Они нам заменяют начальный столбик с накидом. Еще 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Это арка, накид, и в следующий столбик провязываем столбик с накидом.
3 воздушные, 1, 2, 3, столбик с накидом в следующий столбик. Так, вяжем по кругу, у нас получится 12 столбиков с накидом и 12 арок из 3 воздушных петель. Вяжем самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Вот провязали последний столбик с накидом 12, и теперь вместо арки из 3 воздушных провяжем столбик с накидом в вершину начального столбика в 3 воздушную петлю подъема. 1, 2, 3. Вставляем крючок в 3 петлю и провязываем столбик с накидом. Вот такая арочка у нас сформировалась. Второй ряд у нас готов. Вяжем 3 ряд. В эту арку, которую мы формировали, провязываем 2 столбика без накида. Первый и второй. Далее 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В следующую арку 2 столбика без накида. И снова 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В следующую арку 2 столбика без накида. Так, вяжем по кругу арочки из 7 воздушных петель. Подходим к концу ряда. Провязали последние 2 столбика без накида в арку, и вместо арочки из 7 воздушных делаем 2 воздушные петли, 1, 2, и столбик с 2 накидами в начальный столбик без накида. Таким образом формируем арку из 7 воздушных. 3 ряд у нас готов. Сейчас я буду менять нитку. Если вы вяжете салфетку однотонной, подождите на секундочку, будем начинать с этого места. Я отрезаю. Сделали закрепочку. И сейчас как раз в следующем ряду мы эту нитку, вот хвостик, обвяжем. Сейчас беру нитку светло-бежевого цвета и присоединяем к любой арке. Ну вот закончили в этом месте. Ну давайте вот здесь прикрепим ниточку. Присоединили, и теперь все вместе вяжем 4 ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, начальный столбик с накидом, накид, и сюда же в эту арку хвостик этот мы сейчас сразу также обвяжем. Столбик с накидом, 3 воздушные, 1, 2, 3, накид, и сюда же в эту арку провязываем еще 2 столбика с накидом. Получилась такая ракушечка из 4 столбиков, посередине арка из 3 воздушных петель. Накид. Переходим к следующей арке из 7 воздушных, и в нее провязываем такую же ракушку. 2 столбика с накидом, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и еще 2 столбика с накидом сюда же в эту арку. В следующую арочку провязываем такую же ракушку. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последний столбик с накидом, последнюю ракушку, и соединяем вершину начального столбика в 3 воздушную петлю подъема с соединительной петлей. 4 ряд у нас готов. Вяжем 5 ряд, воздушная петля подъема и столбик без накида в этот же столбик, куда мы делали соединение. В следующий столбик во второй на ракушке также столбик без накида, и в следующую арку столбик без накида. Провязали 3 столбика подряд, теперь 5 воздушных. 1, 2, 3, 4,
5. В эту же арку еще один столбик без накида, и в следующие 4 столбика провязываем по столбику без накида. В третий, четвертый на этой же ракушке, и в первый, второй столбик с накидом на следующей ракушке. Вот, 4-й столбик провязываем, и теперь снова в арку 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. В эту же арку еще один столбик без накида, в следующие 4 столбика по столбику без накида, и в следующую арку столбик без накида, и снова 5 воздушных. Продолжаем вязать по рисунку. Подошли к концу ряда, провязали последние 2 столбика без накида в третий, четвертый столбик на ракушке, и соединяем вершину начального столбика без накида соединительной петлей. 5-й ряд у нас готов. Вот что у нас получается. Если вяжете салфетку однотонной, делаем в следующие 2 столбика по соединительному столбику, и в арку из 5 воздушных петель также соединительный столбик. Я меняю цвет, поэтому ниточку отрезаю и снова беру нитку молочного цвета, присоединяем к любой арке. Вот так перекидываем ниточку. И вяжем 6-й ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, начальный столбик с накидом, хвостик сразу мы обвязываем, и в эту же арку провязываем еще 3 столбика с накидом. Итого 4 столбика. Здесь у нас ракушки будут попышнее. Снова 3 воздушные, 1, 2, 3, и сюда же в эту арку хвостик можно также еще обвязать 4 столбика с накидом. Итого 8 столбиков у нас, посередине арочка из 3 воздушных. Вот такая ракушка. Далее 1 воздушная петля между ракушечками у нас. Переходим к следующей арке из 5 воздушных, и в нее также провязываем 4 столбика с накидом, 3 воздушные, 4 столбика с накидом. Все, вяжем, не забываем между ракушками оставлять арочку, делать из 1 воздушной петли. Итак, провязали последнюю ракушку, 1 воздушная петля, и соединяем вершину начального столбика с накидом соединительной петлей. 6-й ряд у нас готов. Вяжем 7-й ряд. 1 воздушная петля подъема, и в каждый столбик, начиная с 1-го, провязываем по столбику без накида. 1-й, 2-й, 3-й и 4-й. 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, и в следующие 4 столбика по столбику без накида. 1, 2, 3, 4. Теперь в арку вставляем крючок под арочку, столбик без накида, и в следующие 4 на следующей ракушке также по столбику без накида. 1, 2, 3,
4, снова 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5 и вяжем 9 столбиков, 4 в каждый столбик, подарочку из одной воздушной и следующие 4 на следующей ракушке. Все, продолжаем вязать арки из 5 воздушных петель на макушечках. Встречаемся в конце ряда. Провязали последние 4 столбика без накида, теперь в арку и соединяем вершину начального столбика без накида с соединительной петлей. 7 ряд у нас готов. Вяжем 8 ряд, делаем соединительный столбик в следующие 3 столбика и в арку из 5 воздушных. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, начальный столбик с накидом, и сюда же в эту арку провязываем еще 4 столбика с накидом. Итого 5 столбиков получится. Так, 5. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, арка, и сюда же в эту арку провязываем еще 5 столбиков с накидом. Теперь у нас ракушки будут состоять из 10 столбиков. 5, 3 воздушные петли, 5 столбиков с накидом. Наши ракушечки увеличиваются. 5, 3 воздушные, 5 столбиков. Теперь 2 воздушные петли между ракушками, арка 1, 2, и в следующую арочку вот на макушке лепесточка провязываем такую же ракушку из 10 столбиков. Все, вяжем самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Итак, сделали соединение вершину начального столбика. 8 ряд у нас готов. Вот что у нас получается. Вяжем 9 ряд. Воздушная петля подъема. И в этот же столбик провязываем, куда делали соединение, столбик без накида. И в следующие 4 столбика по столбику без накида. Итого провязали 5 столбиков без накида. В следующую арку столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик без накида сюда же в эту арку, петелечка. В следующие 5 столбиков по столбику без накида. В следующую арку из 2 воздушных 2 столбика без накида. И повторяем раппорт. Также 5 столбиков, каждый столбик по одному столбику без накида. Теперь в арку вяжем столбик без накида, 3 воздушные петли и еще один столбик без накида в эту же арку. В следующие 5 столбиков по столбику без накида. В арочку из 2 воздушных провязываем 2 столбика без накида. Все, вяжем самостоятельно. Подходим к концу ряда, провязали последние 2 столбика без накида в арку и соединяем вершину начального столбика без накида с соединительной петлей. Если вяжете салфетку однотонной, подождите нас секундочку, я ниточку отрежу. Вот что у нас получается. 9 ряд у нас готов. Вяжем 10 ряд. Снова беру нитку светло-бежевого цвета и присоединяем, чтобы вместе вязать к этому же столбику, на котором мы закончили. Вот 2 столбика в арку и в следующий. Прикрепляем ниточку, вытянули
перекидываем через рабочую нить. Все, вытянули петлю, затянули. Далее 2 воздушные петли, 1, 2. Это вторая ножка сплита, которую мы доделаем в конце ряда. Далее 2 воздушные петли, арка 1, 2. Накид, пропускаем столбик и в следующий столбик с накидом. 2 воздушные, 1, 2, пропускаем в следующий столбик с накидом. 2 воздушные, столбик пропускаем и в следующую арку из 3 воздушных провязываем столбик с накидом. Далее 3 воздушные петли на уголочке у нас идут, 1, 2, 3. И сюда же в эту арку провязываем еще один столбик с накидом. Далее у нас арка из 2 воздушных, 1, 2, накид, пропускаем первый столбик, который мы провязывали в арку, и в следующий вяжем столбик с накидом. Снова 2 воздушные, пропускаем один столбик, в следующий столбик с накидом, 2 воздушные, и теперь делаем сплит. Один столбик пропускаем, в следующий вяжем первую ножку сплита, столбик с накидом не до конца, накид, пропускаем 2 столбика, которые мы провязывали в арку, и в следующий вторая ножка сплита, столбик с накидом не до конца, 3 петли на крючке, закрываем. Снова 2 воздушные, пропускаем столбик, следующий столбик с накидом, 2 воздушные, пропускаем столбик с накидом, 2 воздушные, и теперь в арку столбик с накидом, 3 воздушные на уголочке и еще один столбик с накидом в эту же арку. Давайте еще раз. 2 воздушные, 1 столбик пропускаем, столбик с накидом, 2 воздушные, накид, пропускаем столбик, столбик с накидом следующий, 2 воздушные и снова делаем сплит. 1 пропускаем, вяжем первую ножку сплита. Здесь у нас на внутренних уголках убавочка, накид, 2 пропускаем и вторая ножка сплита в следующий столбик, 2 воздушные. Продолжаем вязать по рисунку и встречаемся в конце ряда. Подходим к концу ряда, провязали последнюю арку из 2 воздушных, и нам сейчас нужно доделать начальный конечный сплит. Итак, делаем накид, пропускаем столбик, вяжем первую ножку, столбик с накидом не до конца, 2 петли на крючке, и теперь вставляем крючок во вторую воздушную петлю подъема и вытягиваем рабочую нить через все петли на крючке. Вот такой сплит. 10 ряд у нас готов. Вяжем 11 ряд. Делаем соединительный столбик в следующую арку из 2 воздушных петель, 2 воздушные петли, 1, 2. Это также вторая ножка сплита конечного начального, накид, в следующий столбик с накидом, в следующую арку столбик с накидом, теперь в столбик, в арку столбик с накидом, в следующий столбик и в следующую арку из 3 воздушных петель. Итого после сплита у нас будет 6 столбиков с накидом. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и снова вяжем 6 столбиков. Первый в ту же арку, куда вязали последний столбик, в
в следующий столбик, столбик с накидом, в арку, столбик. Это уже 4-й по этой стороне. Теперь в арку, столбик. И теперь делаем сплит из 2 столбиков с накидом. Первая ножка в следующую арку, столбик с накидом не до конца, накид, а вторая ножка в следующую арку, уже на другом лепестке. 3 петли закрываем. И снова вяжем 6 столбиков на верхушечке арка из 3 воздушных петель. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последние 6 столбиков. И также доделываем сплит, накид. Первая ножка в следующую арку, столбик с накидом не до конца. Вставляем крючок во вторую воздушную петлю подъема, вытягиваем рабочую нить через все петли на крючке. Сплит готов. И готов у нас 11 ряд. Вяжем 12. Делаем соединительный столбик в следующий столбик с накидом. 2 воздушные петли, 1, 2. Это также начальная, вторая ножка начального сплита. И еще 2 воздушные петли, 1, 2. Это арка. Пропускаем столбик, в следующий вяжем столбик с накидом. 2 воздушные, 1, 2. Пропускаем в следующий столбик, столбик с накидом, 2 воздушные. Пропускаем последний 6-й и в арку из 3 воздушных провязываем столбик с накидом. 3 воздушные петли. И в эту же арку провязываем еще 1 столбик с накидом. Две воздушные, 1, 2. Пропускаем первый столбик по другой стороне и во второй провязываем столбик с накидом. 2 воздушные, пропускаем в следующий столбик с накидом, 2 воздушные, пропустили. И теперь вяжем сплит. Первая ножка в следующий столбик, накид, пропускаем сплит, вторая ножка в следующий, уже на другом лепесточке. 3 петли закрываем. Две воздушные, еще раз немножечко провяжем, пропустили столбик в следующий, 2 воздушные, пропустили следующий столбик, столбик с накидом, 2 воздушные. И теперь провязываем в арку. Первый столбик с накидом, 3 воздушные петли у нас на макушечке, и второй столбик с накидом сюда же в эту арку. 2 воздушные, первый столбик пропускаем, в следующий столбик, столбик с накидом. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся в конце ряда. Итак, доделали последний начальный сплит. 12 ряд у нас готов. Вяжем 13 ряд. Делаем соединительный столбик в следующую арку и 2 воздушные петли. Это у нас вторая ножка сплита. Накид, в следующий столбик, столбик с накидом, в арку, столбик, столбик с накидом, теперь столбик с накидом в арку, в следующий столбик. И теперь в арку провязываем 2 столбика с накидом. Итого после сплита у нас будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков. Далее 3 воздушные петли, это уголок.
И снова вяжем 7 столбиков, 2 в эту же арку, куда провязывали последние 2 столбика. Третий столбик в столбик, 4 в арку, 5 в столбик, 6 в арку, 7 в столбик, и снова вяжем сплит на 2 арочках. Первая ножка в следующую арку, столбик с накидом не до конца, накид, пропускаем сплит, и вторая ножка в следующую арку. 3 петли закрываем. Все, продолжаем вязать. Далее у нас также идут 7 столбиков. На макушечках у нас арки из 3 воздушных. Вяжем самостоятельно. Ну вот 13 ряд у нас готов. Также доделали сплит в конце ряда. Вяжем 14 ряд. Делаем соединительный столбик в следующий столбик с накидом, 2 воздушные петли. Это ножка сплита. И еще 2 воздушные петли, арка. Пропускаем столбик в следующий столбик с накидом, 2 воздушные, пропускаем столбик с накидом, 2 воздушные, пропускаем, и в последний столбик перед аркой столбик с накидом, 2 воздушные, и в следующую арку из 3 воздушных провязываем также столбик с накидом, 3 воздушные петли, уголочек, и еще один столбик с накидом сюда же в эту арку. Итого вот с этой стороны, с правой лепесточка, после сплита у нас будет 4 столбика, 1, 2, 3, 4, потом арка из 3 воздушных, и с этой стороны вяжем также 4 столбика. Первый мы уже провязали, 2 воздушные петли, столбик с накидом в первый столбик, 2 воздушные, пропускаем в следующий, 2 воздушные, так, пропускаем следующий, 2 воздушные, пропускаем и вяжем первую ножку сплита, накид, сплит пропустили, и в следующую вяжем вторую ножку сплита. Провязали сплит, и далее также 2 воздушные, пропускаем столбик с накидом, 2 воздушные, пропускаем столбик с накидом, 2 воздушные, пропускаем в последний столбик с накидом, 2 воздушные, и в угловую арку также провязываем галочку, столбик с накидом, 3 воздушные петли, и еще один столбик с накидом в эту же арку, 2 воздушные, первый столбик, 2 воздушные, пропускаем в следующий, 2 воздушные, пропускаем столбик с накидом, 2 воздушные, и снова идет сплит. Пропустили, первая ножка в следующий, накид, пропускаем сплит, и вторая ножка в следующий столбик. Вот так. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся в конце ряда. Провязали 14 ряд, вяжем 15. Делаем соединительный столбик в следующую арку, 2 воздушные петли, это мы уже по традиции, вторая ножка сплита, накид, следующий столбик, столбик с накидом, в арку столбик с накидом, в следующий столбик, в арку, в столбик, в арку, в столбик, и в угловую арочку, в вершину лепесточка провязываем 2 столбика с накидом,
Далее 3 воздушные, 1, 2, 3. Итого у нас получается после сплита 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбиков до угловой арки. Вяжем по обратной стороне, по второй стороне лепесточка также 9 столбиков, 2 провязываем верхнюю арку и потом также в столбик, в арку, в столбик, в арку. И на 2 арочках во внутреннем уголочке также провязываем сплит из 2 столбиков с накидом. Все, продолжаем вязать самостоятельно и встречаемся. Итак, провязали последний сплит. 15 ряд у нас готов. Если вяжете салфетку однотонной, делаем соединительный столбик в следующий столбик. Я делаю закрепку и нитку отрезаю. Следующие 3 ряда хочу провязать ниточкой другого цвета. Беру нитку темно-бежевого цвета. Так. И присоединяем. Вот у нас сплит к следующему столбику после сплита на внутреннем уголочке. Присоединили и вяжем 16 ряд. 2 воздушные петли, 1, 2, это вторая ножка сплита, еще 2 воздушные петли, арка, пропускаем столбик в следующий столбик с накидом, 2 воздушные, пропускаем в следующий столбик, столбик с накидом, 2 воздушные, пропускаем в следующий столбик с накидом, 2 воздушные, пропускаем, и в последний на этой группе из 9 столбиков столбик с накидом, 2 воздушные, и теперь в арочку столбик с накидом, 3 воздушные и второй столбик с накидом в эту же арку. Итого после сплита у нас будет 1, 2, 3, 4, 5 столбиков перед аркой верхней угловой, 2 воздушные, столбик с накидом в следующий, в первый столбик, 2 воздушные, пропускаем в следующий, 2 воздушные, пропускаем в следующий, 2 воздушные петли, пропускаем в следующий столбик, 2 воздушные, и далее идет сплит. Пропускаем первая ножка, столбик с накидом не до конца, накид, сплит пропускаем, и на следующем лепестке вторая ножка, столбик с накидом не до конца, закрываем, 2 воздушные. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся в конце ряда. Доделали последний сплит. 16 ряд у нас готов. Вяжем 17 ряд. Этот ряд у нас будет начинаться не со сплита, а столбик с накидом. Итак, делаем 3 воздушные петли, 1, 2, 3, это начальный столбик с накидом, и еще 1 воздушная петля, арка, накид, в следующие 5 столбиков по столбику с накидом и между ними арки из 2 воздушных. Итак, первый столбик с накидом, 2 воздушные, второй столбик в следующий столбик, 2 воздушные, третий в следующий столбик, 2 воздушные, четвертый, 2 воздушные, пятый, 2 воздушные. И теперь верхнюю арку провязываем в угловую, столбик с накидом, 3 воздушные петли и еще 1 столбик с накидом сюда же в эту арку, 2 воздушные далее идут, и в следующие 5 столбиков
по столбику с накидом. Первый, 2 воздушные, второй, 2 воздушные, третий, 2 воздушные, четвертый столбик, 2 воздушные и пятый. Подходим к сплиту, и после этого столбика пятого провязываем арочку из 1 воздушной петли, накид. Теперь в вершину сплита просто столбик с накидом, и после этого столбика также 1 воздушная. И все, снова вяжем 5 столбиков, в каждый столбик по столбику и арки из 2 воздушных петель. А верхнюю арочку вяжем такую же галочку: столбик с накидом, 3 воздушные, столбик с накидом. Все, продолжаем вязать по рисунку. Здесь арка из 3 воздушных, а перед центральным, вот на внутреннем уголочке, и после этого столбика у нас арочки из 1 воздушной. Вяжем по рисунку. Итак, провязали последний столбик с накидом, 1 воздушная петля арка, и соединяем в 3-ю воздушную петлю подъема. Не забываем оставлять арочку из 1 воздушной петли. Соединили вершину начального столбика. 17 ряд у нас готов. Вяжем 18 ряд. Также делаем 3 воздушные петли, 1, 2, 3, начальный столбик с накидом, накид, пропускаем арку из 1 воздушной и в следующий столбик, столбик с накидом, столбик с накидом в следующую арку, в следующий столбик, в арку, в столбик, столбик с накидом, теперь в арку, в столбик, в арку, в столбик, снова в арку, в столбик. Подошли к угловой верхней арочке и в нее провязываем 2 столбика. Итого, не считая вот этот угловой начальный столбик, мы провязали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 столбиков. У нас между центральным столбиком, который во внутреннем уголочке, и до арки из 3 воздушных петель 13 столбиков. Далее 3 воздушные, арка, 1, 2, 3. И в эту же арку провязываем 2 столбика с накидом. По этой стороне также идет 13 столбиков. Столбик, в арку, в столбик, в арку, в столбик, в арку, 1 столбик, в столбик, в арку, так, в столбик, в арочку, в столбик. Провязали по этой стороне 13 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Накид. Пропускаем арку из 1 воздушной петли и в угловой столбик провязываем также столбик с накидом. И в следующий столбик вяжем, также арку мы здесь из 1 воздушной пропустили, столбик с накидом в следующий столбик. Первый и еще 12 столбиков до следующей арки вяжем. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся в конце ряда.
Провязали последний 13 столбик и соединяем вершину начального столбика соединительной петлей в третью воздушную петлю подъема. Так, 18 ряд у нас готов. Если вяжем салфетку однотонной, делаем соединительный столбик в следующий столбик. Я меняю нитку и следующий ряд буду вязать ниткой светло-бежевого цвета. Итак, вот у нас центральный столбик, и присоединяем влево, отступаем на один столбик к соседнему столбику от центрального. Присоединили и вяжем 19 ряд. 2 воздушные петли, 1, 2, это вторая ножка сплита, еще 2 воздушные петли, 1, 2, это арка, накид, пропускаем столбик в следующий столбик с накидом, 2 воздушные, пропускаем 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 столбик с накидом в последний, вот в 13 столбик. Это ножка сплита. 2 воздушные. И теперь в центральную вот верхнюю арочку провязываем. Здесь у нас идет не галочка, а просто столбик с накидом 1. 2 воздушные. И теперь столбик с накидом вяжем в следующий столбик. Здесь у нас прибавки на уголочке не будет. Один столбик провязываем. 2 воздушные. Пропускаем столбик с накидом в следующий, 2 воздушные, пропускаем в следующий столбик с накидом, 2 воздушные, пропустили в следующий, 2 воздушные, пропустили в следующий, 2 воздушные, пропускаем в следующий. Сейчас пересчитаем, сколько у нас столбиков получается. 2 воздушные, пропускаем, и далее у нас идет сплит. Первая ножка, накид, пропускаем столбик, и вторая ножка вот через один столбик. На внутреннем уголочке у нас сплит. Итак, вот сплит, вот центральный столбик на макушке, и между ними получается 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся. Все арки у нас в этом ряду из 2 воздушных петель. Ну вот, доделали последний сплит. 19 ряд у нас готов. Вяжем 20 ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом. В этом ряду у нас во внутренних уголочках будут не сплиты, а столбики с накидом. Еще одна воздушная петля, арочка, накид, и в следующие 7 столбиков по столбику. Первый, 2 воздушные, второй, 2 воздушные, следующий, третий, 2 воздушные, четвертый столбик с накидом, 2 воздушные, пятый, 2 воздушные, шестой,
2 воздушные и 7 столбик. Вот подошли к центральному, к верхнему угловому столбику. Далее 3 воздушные, 1, 2, 3, на уголочке у нас арочка из 3 петель. И по этой стороне также провязываем 7 столбиков, начиная с того же столбика, куда мы провязали последний. Итак, вяжем столбик с накидом в этот же столбик верхний. Здесь у нас получилась галочка на верхнем уголке. 2 воздушные петли и в следующие 6 столбиков по столбику. Между ними арки из 2 воздушных. Третий, считая вот первый на галочке, 4, 2 воздушные, 5, 2 воздушные, 6, 2 воздушные и 7 столбик. Подходим к сплиту. И перед этим столбиком у нас будет арка из 1 воздушной петли. Сделали 1 воздушную, теперь столбик с накидом в вершину сплита. И еще арка из 1 воздушной. На внутренних уголках у нас 2 арочки по 1 воздушной петли. Все, далее вяжем также 7 столбиков. На макушечке арка из 3 воздушных петель. Галочка. Все, продолжаем вязать и встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последний столбик с накидом, 1 воздушная петля, арочка, и соединяем в 3 воздушную петлю подъема с соединительной петлей. Двадцатый ряд у нас готов. Вяжем 21 ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, это начальный столбик с накидом. Также из центрального столбика у нас будет выходить столбик с накидом на внутреннем уголочке. Теперь мы арку не делаем, и в следующий столбик, вот эту арочку из 1 воздушной мы пропускаем, в следующий столбик провязываем столбик с накидом. Две воздушные, и в следующие 6 столбиков 2 воздушные, так, 2 воздушные, вот у нас галочка, вот, провязали. Далее 2 воздушные петли, 1, 2, и теперь в арку из 3 воздушных провязываем галочку, столбик с накидом, 3 воздушные петли и еще 1 столбик с накидом сюда же в эту арку, 2 воздушные, и в следующие 7 столбиков 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до центрального провязываем по столбику с накидом, между ними арки из 2 воздушных. Первый, 2 воздушные, в следующий второй, 2 воздушные, третий, 2 воздушные, в следующий столбик четвертый, 2 воздушные, пятый, 2 воздушные, шестой, 2 воздушные и 7 столбик.
Подошли к внутреннему уголочку, вот у нас центральный столбик, и перед ним мы арку не делаем. Сразу вяжем столбик с накидом. Вот в этот центральный столбик и в следующий. Этот у нас уже первый на группе из 7. Первый провязали, и еще 6 столбиков, между ними теперь арки из 2 воздушных делаем. Здесь у нас 3 столбика подряд без арок на внутреннем уголочке. Все, продолжаем вязать. На макушечке у нас вот такая галочка, верхняя арка из 3 воздушных. Встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последний столбик с накидом и соединяем в 3-ю воздушную петлю подъема вершину начального столбика с накидом с соединительной петлей. 21 ряд у нас готов. Вяжем 22 ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом. Накид, пропускаем следующий вот столбик. Вот у нас группа из 3. Из среднего у нас выходит начальный столбик, а следующий пропускаем. И теперь в следующую арку вяжем столбик с накидом. В столбик, в арку столбик с накидом, в столбик, в арку, в столбик, в арку, в столбик, в арку, еще раз, в последний столбик перед центральной аркой. И теперь вот верхушечку под арку провязываем 2 столбика с накидом, 3 воздушные петли и еще 2 столбика с накидом сюда же, в эту арку. И вяжем по второй стороне, в столбик в арку, в столбик в арку. Доходим до вот этих 3 столбиков средних. И также провязываем. Первый пропускаем, в средний, 3 пропускаем. Вяжем по кругу и встречаемся в конце ряда. У нас получается между аркой и центральным столбиком, центральный мы не берем, 16 столбиков по стороне. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Все правильно, 16 столбиков. Подходим к концу ряда. Провязали последний столбик вот на группе из 16 и соединяем вершину начального столбика с соединительной петлей. Так, в 3-ю воздушную петлю подъема. 22 ряд у нас готов. Вяжем 23 ряд. Делаем соединительный столбик в следующий столбик. 1 воздушная петля подъема. И в этот же столбик провязываем столбик без накида. Выполнили начальный столбик без накида. И теперь следующие 4 столбика по столбику без накида. 2, 3 и 4. Итого выполнили 5 столбиков, считая начальный. Далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в следующие 11 столбиков по столбику без накида. 1, 2. Здесь у нас петелечка из 3 воздушных. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 и 11. Подошли к арке из 3 воздушных петель, и в нее провязываем столбик без накида, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и еще один столбик без накида в эту же арку. Вот такая петелечка. И в следующие 11 столбиков по столбику без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 3 воздушные арка, 1, 2, 3, и в следующие 5 столбиков по столбику без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Вот так. Далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Пропускаем столбик центральный, он у нас на внутреннем уголочке. И в следующие 5 провязываем также по столбику без накида. 5 столбиков провязываем, 3 воздушные петли. Потом 11 столбиков, подходим к арке и вяжем столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик без накида. Итого у нас получится одна арочка на этой боковой стороне, на макушечке, на второй боковой стороне и вот здесь на внутреннем уголочке. Все, продолжаем вязать и встречаемся в конце ряда. Подходим к концу ряда, провязали последние 5 столбиков без накида, 3 воздушные петли арка и делаем соединительный столбик в начальный столбик без накида. Если вяжете салфетку однотонной, то вместо арки из 3 воздушных делаем 2 воздушные петли и столбик без накида в начальный столбик без накида. Таким образом формируем арку. Все, ниточку мы закрепляем, отрезаем. Двадцать третий ряд у нас готов. Вот такая салфетка у нас пока с вами получается. Мы провязали 23 ряда. Сейчас я предлагаю немножко отдохнуть и начнем вязать интересную красивую кайму во второй части.